Приветствую всех любителей вязания. Меня зовут Людмила, и вы на канале Вязание для всех. Сегодня я хочу предложить вам связать интересную волнистую резинку. Это резинка 2 на 2, но связана она со смещениями. Это двухсторонний узор. Изнаночная сторона выглядит точно так же, как лицевая. Этот узор можно использовать, как и все резинки, для вязания планок, воротов горловин, шапок или же в качестве основного узора. Схема этой резинки будет размещена во всех моих группах, в Одноклассниках, ВКонтакте, на Фейсбуке, также на канале Яндекс.Дзен и на моей страничке в Инстаграм. В конце видео я дам схему узора по кругу, включайте субтитры и вы увидите текстовое описание узора. Раппорт узора состоит из 4 петель и 8 рядов. Для вязания узора поворотными рядами наберите количество петель кратное 4 плюс 2 кромочные. Я набрала 14 петель. Итак, вяжем первый ряд. Кромочную снимаем, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Мы провязали первый раппорт узора. Вяжем второй. 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. По сути мы вяжем резинку 2 на 2, но начинаем мы с 1 лицевой и заканчиваем 1 лицевой. Далее 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая и кромочная. Провязали первый ряд, вяжем второй, кромочную снимаем и вяжем все петли по рисунку. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Это первый раппорт. Далее 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная и кромочная. Мы провязали второй ряд. Далее вяжем третий ряд. В третьем ряду у нас будут перекрещивания петель. Итак, кромочную снимаем. Далее перекрещиваем 2 петли с наклоном влево. То есть мы меняем местами 2 петли, и лицевая дорожка у нас идет с наклоном влево. Лицевую снимаем, провязываем изнаночную, меняем петли местами и провязываем лицевую. Далее нам нужно поменять 2 петли с наклоном вправо. То есть сейчас с наклоном вправо у нас должна идти лицевая дорожка. Снимаем изнаночную нить перед работой, 1 лицевая, меняем петли местами и провязываем изнаночную. Мы провязали первый раппорт и свели лицевые дорожки друг к другу. Далее вяжем второй раппорт точно так же. Лицевую снимаем, провязываем изнаночную, меняем петли местами и провязываем лицевую. Далее снимаем изнаночную нить перед работой, провязываем лицевую, меняем петли местами и провязываем изнаночную. Провязали второй раппорт. Далее снимаем лицевую, провязываем изнаночную,
Меняем петли местами и провязываем лицевую. Снимаем изнаночную нить перед работой, провязываем лицевую, меняем их местами и провязываем изнаночную. Кромочная. Провязали третий ряд. Вот у нас уже виден рисунок. Вяжем четвертый ряд, кромочную снимаем и вяжем все петли по рисунку. 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Это первый раппорт. Далее 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Это второй раппорт. 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая. Третий раппорт. Кромочная. Провязали четвертый ряд. Далее вяжем пятый ряд. Пятый ряд также вяжем по рисунку. Кромочную снимаем. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Провязали первый раппорт, вяжем второй. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, кромочная. Провязали пятый ряд. Далее вяжем шестой. Кромочную снимаем и также вяжем по рисунку. 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, 1 лицевая, 2 изнаночных, 1 лицевая, кромочная. Провязали шестой ряд. Далее в седьмом ряду у нас вновь будут перекрещивания. Только сейчас мы будем лицевые петли разводить. Итак, кромочную снимаем и перекрещиваем 2 петли с наклоном вправо. Изнаночную снимаем нить перед работой, провязываем лицевую, меняем петли местами и провязываем изнаночную. Далее снимаем лицевую, провязываем изнаночную, меняем петли местами и провязываем лицевую. Провязали первый раппорт, вяжем второй. Можно вязать вот таким способом. Сначала подхватываем лицевую, вторую петельку, не снимая со спицы провязываем изнаночную и таким образом перекрещиваем петельки. Далее лицевую снимаем, изнаночную провязываем, меняем петли местами и провязываем лицевую. Далее вновь подхватываем вторую петельку, она лицевая, провязываем ее, не снимаем петли, провязываем изнаночную, перекрестили петли. Далее лицевую снимаем, провязываем изнаночную, меняем петли местами и провязываем лицевую, кромочная. Провязали седьмой ряд. Далее вяжем восьмой, кромочную снимаем, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная, 1 изнаночная,
2 лицевых, 1 изнаночная и кромочная. Провязали 8 ряд. Далее продолжаем вязать, повторяя с 1 по 8 ряд раппорта. Для вязания узора по кругу наберите количество петель кратное 4. Нечетные ряды вяжите по схеме, четные ряды по рисунку, так как лежат петли. Над изнаночными вяжите изнаночные, над лицевыми лицевые. И также повторяйте с 1 по 8 ряд. Если вам понравился этот узор и мой мастер-класс, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Впереди много интересных узоров и мастер-классов. Спасибо вам за внимание. Желаю вам всего самого наилучшего. До новых встреч. Пока-пока.